Нам понадобится травяная зеленая, зеленая и фиолетовый хинокридон, холодный фарфор, файлик для раскатывания глины, проволока 0,3 в оплетке и резак. Холодный фарфор можно делать без зефирной глины. Нам необходим будет эффект пластика, блеска вот этот вот при высыхании. Окрашивать холодный фарфор мы будем немного травяной зеленой, но тонировать лист будем простой зеленой и фиолетовым хинокридоном для того, чтобы получить активный зеленый цвет где-то с определенными темными местами. Вот так вот листики смотрятся в букете. Достаточно темные, активные, интересные, с дырочками. И вот тут еще лист. Вот такая вот у меня композиция. Здесь, конечно, пришлось немножечко помучиться, выкладывать песочек. И заливала я все это эпоксидной смолой. Поэтому прекрасно держится. На листе бумаги нам необходимо сделать заготовку будущего листа. Форма у нее яйцо. Можно делать разного размера, от маленьких до крупных. Итак, рисуем яйцо. Проводим центральную ось. В нижней части отступаем приблизительно 1,5-2 сантиметра. Делаем заметку. И скругляем к низу. Делаем такую выемку. В центре мы будем проводить проволоку, вставлять ее. Поэтому, конечно, расстояние необходимо оставить. Вот сразу себе помечаем, что до этой части мы не делаем надрезов. Наша задача теперь нарисовать вот эти вот листики. Так, первый наметили, затем второй, допустим, небольшое скругление расстояния, третий и, допустим, четвертый и пятый. С одной стороны и с другой стороны. Наметили, можно делать два объединенных. Они очень часто встречаются. И не принципиально важно, чтобы было ровно симметрично. Каждый листик у основания уже, к краю шире. И стремится своей остротой к соседнему вверх. А в нижней части он скругленный. И скруглили. Вытянули остроту и в нижней части скруглили. Вытянули и скруглили. У верхнего можно сделать маленькую пимпочку, такую острую. И с противоположной стороны. Вот такая вот форма.
разные. Намешиваем холодный фарфор. Я его уже подготовила, раскатала на глине, на пастмашине. Аккуратно прикладываем и вырезаем. Чтобы получались острые кончики у каждого листика, лучше всего начинать вырезать с центра к краю. Убираем. И дополнительно для введения проволочки мы делаем небольшую линию, приблизительно в полсантиметра. Сразу оставляем на файлике. И в хаотичном порядке вырезаем дырочки от больших до маленьких. Не делайте их тоже слишком много. Думаю, вполне достаточно. Закрываем, обязательно истончаем края. И дырочки тоже. Рисунок прожилок у них достаточно простой, поэтому сейчас мы и наметим. Центральная прожилка. От нее к каждому зубчику идет также прожилка. Вот наметили по центру. Аккуратно снимаем лист. То есть это у нас лицевая сторона. Сейчас мы должны его перевернуть на изнаночную. И с ней продолжим работать. Для введения проволочки нам понадобится 0,3 в оплетке. Я прикладываю по центру. Так как сторона липкая, она не требует клея. И нашей полоской прикрываю. И необходимо тщательно загладить шов. Можно это делать под пленкой. Если сильно не заглаживается, можно воспользоваться ватой. Но в таком случае необходимо дать время подсохнуть.
Аккуратно снимаем. И, конечно, так как мы делали с изнаночной стороны введение проволоки, центральная прожилка у нас немного пропала. Поэтому ее дополнительно сейчас проводим. И немного прощипываем, чтобы листик изогнулся. Придаем небольшую неровность по краям каждой части. И в таком положении оставляем сохнуть. Можно еще центральные прожилки